Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам скрипт, который позволяет вписывать значения вот в этот коэффициент, определенный коэффициент для метода определения потерь. Для чего я писал этот скрипт? Давайте я два слова скажу, откуда у меня возникла эта проблема. Ее очень хорошо и качественно описал Юрий Носов на форуме Autodesk. Вот в 2012 году он сформулировал четко проблему. Заключается она в том, что при создании круглых систем воздуховодов в вот этих фитингах, соединяющих элементов этих круглых воздуховодов, возникает вот такая потеря давления с каким-то несоизмеримым с неестественным числом, каким-то минус там 40 тысяч миллионов, вот такое какое-то. При этом все соединительные элементы прямоугольных воздуховодов и вообще все остальные элементы, кроме вот этих считаются правильно. Проблема. То есть правильно Юрий называет полная лабуда. Я, во-первых, хочу сказать, кто такой Юрий. Юрий — это Юрий Носов, это ведущий специалист Петростройсистемы, и это он в 2012 году задавал такой вопрос. И если такие специалисты задают такие вопросы, то это значит, что проблема действительно высокая и большая. Он ведет курсы, он обучает, и не знаю, говорит ли он сейчас об этой проблеме, но эта проблема, не решилась с 2012 года, на пороге уже 2016 ревит, но эта лабуда продолжается. В ответ на этот вопрос Юрия Татьяна Бех, тоже большой специалист, отвечает, что проблема заключается в том, что это значение берется по таблице Ашрая. И это значение из таблицы Ашрая берется неправильно. И что нам нужно сделать? Нам нужно выделить все элементы соединительные круглых воздуховодов, поставить определенный коэффициент и поставить значение. Тогда будет все в порядке. Мы это делаем, проверяем. Да, действительно, она потеря давления нормальная. 33, 37, 33. Давайте еще раз попробуем, я покажу. Верну обратно к таблице Ашрая и посмотрим, как это выглядит без... минус 300, тра-та-та. Я даже не хочу это читать, миллионы. Так. Проблема решилась. Спасибо большое Татьяне. Но насколько она решилась и вообще почему эта проблема возникает в Ревите 2016 до сих пор, я могу только задавать этот вопрос специалистам Autodesk. Почему до сих пор вентиляционщики должны решают эти проблемы обходными маневрами? Хорошо, если система маленькая, а когда система имеет такой огромный размер и нужно заменить коэффициенты во всех угловых элементах круглых воздуховодов. В данном случае это немножко неправильный пример, здесь прямоугольные воздуховоды, но для наглядности так выглядит система, эти все элементы. Это я выделил категорию семейств. Из этой категории нужно умудриться найти угловые элементы и поставить им коэффициент по такому принципу, который порекомендовала Татьяна Бех. Это практически какая-то непонятная, вообще абсолютно неизвестно для чего и почему этим люди должны заниматься. То есть проблема на ровном месте. И логичным мы читаем дальше вопрос Юрия Носова. Спасибо, говорит, нашел ошибку, откуда, пытался разобраться, какое-то значение. Говорит и спрашивает, неужели нет патча, нет способа подправить какой-нибудь конфигурационный файл, может быть залезть в саму таблицу Ашрая, заменить какое-то число, так чтобы не приходилось руками вписывать во все угловые элементы этот коэффициент. Татьяна, вы вводите все значения вручную? И логично, абсолютно правильно задает вопрос. Татьяна отвечает, патча нет. Я бы еще добавил, неизвестно, когда он будет.
пока не исправят, придется помучиться. То есть вот чем занимаются специалисты. Ну, конечно, это не те мучения, как я немножко утрирую, немножко преувеличиваю. Мучиться, это одно дело мучиться считать на калькуляторе, а еще лучше в табличку или там в какой-нибудь линейке, как мои родители считали. Но мы-то считаем это, в принципе, это не такое мучение, заметить коэффициент. Но тем не менее, почему мы этим должны заниматься, если это должен заниматься этим продукт, который мы покупаем? Вот. Ну и дальше, больше я, в общем, стал задаваться этот вопрос и пришел к выводу, что нужно написать скрипт, с помощью которого бы можно было эти значения вписывать автоматически. Вот этот скрипт. Я его открываю, показываю. В общем-то, мы переходим плавно к самому скрипту. У него один единственный управляющий нод. Вот этот нод, коэффициент. Я его еще, может быть, немножко не совсем отредактировал. Попробуем сейчас. Так, сейчас, секундочку. От 0, например, там, до 10, с шагом 0,1. Пускай так будет. Хорошо. Вот. Что он делает? Один управляющий нод. Я вписываю коэффициент, например, единица. Нажимаю и смотрю, что он мне сделал. Он выбрал все угловые элементы круглых воздуховодов, задал им метод определения потерь. Неважно, каким он был из этих всего списка, кроме, если он был любым из, то есть если он был, этот метод, коэффициентом по Ашрае неопределенным или удельными потерями, он становится определенным коэффициентом. И вот сюда вписывается значение единицы. Вот это значение. Давайте я еще раз проделаю тот же самый фокус. Решу, например, 0,5 и запущу скрипт. Теперь смотрим. Вот он 0,5. После того, как он это делает с угловыми элементами круглых воздуховодов, он их выделяет в проекте Revit. Давайте еще раз его запущу. Нет, так не получится. Вот я его запускаю, 0,6. Вот. Он заменил и выделил их. Собственно, он сразу и показывает все элементы, в которых произошло изменение. При этом хочу обратить внимание, он не затрагивает угловые разного рода там врезки, какие-то тройники, заглушки. Он не затрагивает соединительные элементы прямоугольных воздуховодов. Он исправляет коэффициент только для тех элементов, которые у нас проблемные. Теперь мы можем смотреть, проверить, просто вот еще раз анализ и убедиться в том, что расчет нормальный. Потеря давления происходит нормально, теперь все в порядке с системой, все хорошо. Все, собственно говоря, вот такой скрипт, вот так он работает. Я еще хочу два слова буквально сказать о новинке. Алексей Лобанов, архитектор. Давайте еще таких людей нужно обязательно показывать. Еще раз я покажу. arcproject.ru. У него есть блог и есть вот такое приложение к Revit, которое называется Dino. Это приложение, которое собирает в себя все скрипты Dynamo. Давайте, вот его блог, вот его приложение Dino. Вот Алексей Лобанов. У него вышло обновление для приложения Dino браузер. Ну, Dino браузер. Так, вот его блог. Я закрываю. Те, кто учит Dynamo, уже должны знать этот блог просто наизусть. Вот вышло обновление 0.2.6. Я его попробовал. Мне очень понравилось. Оно стабильное, удобное, красивое, функциональное. Добавились новые функции. Вот с помощью этого приложения я хочу показать тот же самый пример, тот же самый скрипт, только не из окна Dynamo, а из окна этого Dino браузера. Я буду вписывать значения, запускать двойным кликом скрипт и смотреть, что он делает. Вот он выделил, вот он изменил коэффициенты. Все в порядке. Теперь, что у него у этого приложения появилось новое? Я пока закрою.
появилась возможность выводить любой скрипт на панель. Вот этот скрипт, о котором мы сейчас разговариваем, коэффициент для круглых фитингов. Как работает, он в паре с вот этим вот то есть общим таким вот окошком. Сюда вписывается коэффициент, закрывается это окно, в принципе, и дальше, если мы нажмем эту кнопку, он будет обращаться вот к тому коэффициенту, который вписан в той таблице. То есть там я ввел 1, сейчас у меня здесь стоит 0,5. Я помню, что мы тут поставили 0,5. Вот они. Давайте для наглядности просто что-нибудь поменяем. Вот, и нажмем вот этот скрипт. Все, мы видим, что здесь у всех элементов стала единичка. Вот, собственно, и все. Спасибо большое всем специалистам. Я пофамильно их напишу. Я еще не закончил этот ролик. В общем, сделаю в начале страницы, в начале этого видеоролика и в конце обязательно всем отдельные благодарности людям, которые мне помогли в написании этого скрипта, которые подтолкнули меня к его решению и в той или иной степени явились участниками вот этого процесса. Вот, спасибо за внимание, и я надеюсь все-таки, что таких специалистов на просторах интернета будет все больше и больше. Спасибо большое. Всего доброго.